В Узбекистане Джизакский городской суд по уголовным делам признал 19-летнего парня виновным в распространении запрещенных религиозных материалов, передает пресс-служба Верховного суда. Как сообщается, обвиняемый с 2020 года интересовался информацией экстремистской направленности. По утверждению обвинения, позже он начал распространять ее среди знакомых и близких через телеграм-канал, который насчитывал 58 участников. Обвинение также утверждает, что в мессенджере парень, цитата, «размещал и обсуждал запрещенный религиозный контент». О каких именно неправомерных суждениях идет речь, правоохранители не уточнили. Сообщается, что в зале суда молодой человек выразил сожаление и попросил прощения за содеянное. С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, семейного положения подсудимого и гарантийного письма от Махалли, он был признан виновным по статье 244.1 Уголовного кодекса «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку», и приговорен к 3 годам ограничения свободы. К сожалению, это не первый случай обвинения в экстремизме среди молодых узбекистанцев. В начале февраля 22-летнего студента Сардора Рахманкулова приговорили в Ташкенте к 5 годам лишения свободы за распространение нашида. После общественного резонанса апелляционная инстанция суда заменила наказание на условное с назначением испытательного срока на 2 года, после чего он был освобожден в зале суда. В мае 21-летнего студента Жахангира Улук-Муродова приговорили к 3 годам лишения свободы за распространение одного нашида, как утверждало обвинение, пропитанного идеями фанатизма. Родные осужденного сообщили, что он отправил своим одноклассникам YouTube-ссылку на нашид. Его мать обратилась к президенту и Верховному суду с просьбой дать сыну еще один шанс. Спасибо, дорогой зритель, что ты с нами и ценишь нашу работу. Команда Алиф ТВ каждый день старается для обретения довольства Аллаха в обоих мирах. Ты можешь поддержать нас, просматривая наш контент через VPN. А если у тебя есть возможность, можно просто оформить спонсорство. Алиф ТВ. 1 на миллион.